человеческое объяснение того, что нас ожидает с конца июля этого года. Во-первых, я вам сразу хочу сказать, это финансово-экономический кризис. Экономику начнет рвать просто-напросто в клочья. И в подтверждении этих слов я приведу цитату Эльвиры Светнабиуллиной, которая сказала, что запаса прочности российской экономики хватит до конца второго квартала, начала третьего квартала. А дальше Россия войдет в состояние структурной трансформации. То есть с конца июля 2002 года следует ожидать крупного, одного из самых крупнейших в истории России финансово-экономического кризиса. Второе – это начало так называемой третьей волны военных действий в Украине. Это будет третья фаза войны. Это не финал, это апофеоз. Я повторяю, начало третьей волны как раз таки произойдет с конца июля, затрагивает полностью август и, скорее всего, затронет и середину сентября. Во время этой третьей фазы апофеоза, повторяю, это не финал, как раз произойдет коренной перелом в пользу Украины. И вот как раз таки то, что говорил Валерий Дмитриевич. В августе начнется сильное ухудшение здоровья нашего суверена, что подтверждают очень многие факторы, включая его натальную карту и так называемый солярный гороскоп. Дело в том, что мы даже знаем минуту рождения суверена, что является большой редкостью. А с августа по конец октября начнется процесс ухода суверена от власти и из власти. Де юре он останется президентом, а де-факто вся полнота власти перейдет в руки так называемого коллективного органа управления, который мы можем назвать Госсовет, который, кстати же, внесенный в Конституцию, он там присутствует. Вопрос в другом. Будет ли это событие нам известно публично? Или это постараются, как обычно, скрыть? Но с другой стороны, мы прекрасно знаем, что в условиях современной России шило в мешке не утаишь. И все тайное когда-то становится явным. Вот очень многие эксперты, аналитики считают, что в России возможен какой-то дворцовый переворот. Но вы знаете, к сожалению, эти эксперты и аналитики выдают желаемое за действительное. Вы знаете, просто его, этот переворот, некому делать. И я вам объясню почему. Все чиновники, все олигархи и все силовики – это деревянные солдаты Урфина Джуса, где в роли Урфина Джуса выступал сам российский суверен. Это его дети, это его творения, которые созданы им по его подобию и образу. Они ему преданы, но преданность их базируется только на одном – на страхе и ни на чем еще. И вот теперь мы переходим к финалу этой спецоперации или войне. Финал придется на конец, я повторяю, на конец 22 года и начало 23 года. Точно это январь, февраль и, скорее всего, середина марта. Именно в это время будет поставлена финальная точка победы Украины. И вот, наконец, после весеннего коридора затмений 23 года, полного солнечного затмения, которое произойдет 20 апреля 23 года, я прошу вас простить, еще раз, 20 апреля 23 года, и полутеневого лунного затмения, которое произойдет 5 мая 23 года, жизненный путь суверена завершится. На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать, что 98,5%, что это произойдет в мае 23 года. И лишь 1,5% остается, что эта агония затянется до августа 23 года. Таким образом, подытоживая, август-сентябрь – это апофеоз военных действий. Это третья фаза. Завершающая фаза наступит в самом конце декабря, будет затрагивать январь, февраль и середину марта. Этот прогноз составлен 3 лучшими в мире корифеями в области мунданной астрологии. Я просто до вас донес эту информацию. Марк,